В апреле 2022 года во время полета к Солнцу космические путешественники могли увидеть нечто удивительное. Гигантский огненный каньон перерезал светило. Так называется борозда во внешнем слое Солнца, которая образуется после огромного выброса заряженной плазмы. Она возникла в результате необычной солнечной бури, за которой наблюдали в НАСА. А в начале 2024 года астронавты на МКС поразили необычным снимком, сделанным на высоте 400 километров над Тихим океаном. Атмосфера нашей голубой планеты золотом сияла на фоне ночного неба. Чудесное явление тоже вызвал всплеск солнечной активности. Тогда огромный поток лучей и светила обрушился на Землю, но его почувствовали разве что метеозависимые люди. Ученые говорят, что оба раза нам просто повезло. Бури оказались средней силы. Если на Землю налетит более мощный шквал, вместо яркого зрелища все может закончиться катастрофой. Такое уже случалось в истории нашей планеты. Сейчас опасность подобных ударов неизмеримо возросла. Готовится ли Солнце уничтожить наш мир? Что означает появление на его поверхности странных лент, жгутов и розовых петель? Какая сила возвела невидимый барьер вокруг планеты и нужен ли он нам для защиты от собственной звезды? Мы отправимся в космическое путешествие к Солнцу, чтобы точнее разобраться в планах светила. По пути нас могут встретить сильные порывы солнечного ветра. Он возникает, когда поток высокоэнергетических частиц больше не может удерживать гравитация светила. Считается, что эти выбросы исходят от крупных темных пятен на звезде, корональных дыр, наиболее активные, но прохладные области Солнца, с температурой на 1500 кельвинов ниже окружающей фотосферы. Иногда они образуют целые группы, в которых собрано до 150 и более пятен. Периодически под действием магнитного поля происходит их неожиданное сжатие. Образуется плазменный жгут или лента, вытянутые на десятки и сотни тысяч километров. При этом солнечная плазма может нагреваться до температуры порядка 10 миллионов кельвинов, после чего происходит взрыв. Раскаленные жгуты отрываются от тела звезды и разлетаются по космосу. Приблизившись к светилу, космические путешественники смогут увидеть это яркое событие и, возможно, еще получат фантастический бонус – полярное сияние на Солнце. Его с помощью радиотелескопа наблюдали астрономы из Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси. Сияние зафиксировали на высоте около 40 тысяч километров над темным пятном, где магнитные поля особенно сильны. Подобные авроры возникают на Земле, Юпитере и Сатурне. В это же время кинетическая энергия разгонит вещество, которое взрыв выбросит в межпланетное пространство до 1000 км в секунду. Получив дополнительный импульс, значительно ускорятся потоки электронов, протонов и других заряженных частиц. Они помчатся в разные стороны, в том числе к Земле. Солнце находится на огромном расстоянии от нашей планеты, почти в 150 миллионах километров. И все равно после взрыва ионизированные частицы долетают до нас всего за 2-3 суток. Большинство из них магнитное поле Земли перенаправляет на полюса. Только небольшое количество частиц проникает в атмосферу, испуская лучи при столкновении с молекулами газа. Но когда на Солнце начинаются очень мощные вспышки, все превращается в настоящий кошмар. Звезда выделяет гигантское количество энергии, равное 160 миллиардам мегатонн тротила. Или вот еще одна аналогия. Примерно столько же составил бы объем мирового потребления электроэнергии за 1 миллион лет. Огромный поток солнечных частиц с такой силой бомбардирует магнитное поле планеты, что пробивает его или значительно деформирует. В результате возникают магнитные бури, и самые сильные из них способны натворить на планете множество бед. Это уже случалось на нашей планете в далеком прошлом. Вот что произошло 2 сентября 1859 года. Британский астроном Ричард Кэррингтон
наблюдал за гигантской вспышкой на Солнце, а через 18 часов на Земле началась одна из самых сильных геомагнитных бурь, которые нам известны. В тот день в Европе и Северной Америке отказал телеграф. От сильного напряжения сгорело немало телеграфных столбов. В небе почти на всей планете было видно северное сияние. Впрочем, тогда человечество относительно быстро оправилось от удара. Цивилизация не зависела от электричества столь сильно, как сейчас. Когда в марте 1989 года Землю накрыл еще один масштабный солнечный ураган, то пришлось тяжелее. Вся канадская провинция Квебек за 12 часов погрузилась во тьму, оставив миллионы людей без электричества. Правда, тот всплеск солнечной активности был в 5 раз слабее, чем в 1839 году. Он не вызвал серьезных катаклизмов. Масштабная катастрофа в современном мире может случиться при следующем взрыве на светиле, если достигнет мощности события Керрингтона. Хотя раньше считалось, что вероятность такого сценария невелика, а солнечные бури подобной силы происходят не чаще, чем раз примерно в 100 лет. И еще долгое время ученые думали, что солнечная стихия не способна нанести более мощный удар. Но в октябре 2023 года исследователи открыли нечто более ужасное. Этот случай назвали событие Мияки. Оно произошло очень давно, около 14 тысяч лет назад. Эксперты выявили в далеком прошлом магнитную бурю, самую мощную из известных науке и, возможно, беспрецедентную в истории Земли. К такому выводу они пришли после изучения окаменевших деревьев во французских Альпах. Чтобы облегчить работу, авторы исследования разработали программу анализа всех доступных годичных колец тысячелетних деревьев. Его суть в следующем. Когда радиация попадает в атмосферу, образуется радиоактивный углерод-14. Затем этот элемент фильтруется с помощью океана, деревьев, воздуха, растений и остается там на долгое время. В результате, спустя тысячелетия, ученые смогли найти отпечатки события Мияки в годичных кольцах деревьев. Древний апокалипсис, вероятно, не только достиг немыслимой силы, но и длился очень долго. Авторы работы пришли к выводу, что в экстремальных случаях солнечные ураганы могут бушевать годами, а не только в течение дней или недель. Ученые отмечают, что вероятность появления еще одного события Мияки в течение десятилетия составляет не более 1%. Однако важно заранее изучить, как долго способен длиться солнечный шторм и какие последствия принесет его самый сильный удар. Чтобы во всем разобраться, исследователи изучают поведение Солнца. В НАСА, например, недавно более точно выяснили, как образуются дыры на светиле. Оказалось, что процесс связан с вращением звезды. Ее корона не является твердым телом, а состоит из газообразной плазмы и совершает обороты с разными периодами. На экваторе он равен 25 и 34 суткам и почти 38 суткам вблизи полюсов. Такая разница приводит к постепенному запутыванию мощных магнитных полей светила. При этом на нем возрастает количество пятен и их активность. Число дыр увеличивается до тех пор, пока звезда не изменит свою магнитную полярность. После этого пятен становится все меньше. Наступает время солнечного минимума. Но затем при вращении магнитное поле звезды снова медленно запутывается. Цикл возобновляется. Все похоже на то, как если бы Земля переключала свои северные и южные магнитные полюса каждые несколько лет. Большие и сложные пятна, по словам научных сотрудников обсерватории солнечной динамики НАСА, вызывают 3 типа событий. К ним относятся выбросы радиации с солнечной поверхности, то есть вспышки, а также мощные протонные бури и огромные протонные облака энергетических частиц из короны. Причем каждое из этих явлений отражается на нашей планете. Наиболее мощные удары Земля получает в период солнечного максимума. Принято считать, что он наступает один раз в 11 лет. Но в последнее время ученые все больше сомневаются в верности подобных расчетов. В 2023 году физики Национального центра атмосферных исследований в Колорадо
пришли к выводу, что цикл активности Солнца длится 8 лет. Этот вывод исследователи сделали после изучения архивных данных о полярных сияниях в хрониках корейских монархов. Среди прочей информации документы содержат ежедневные отчеты о погоде и астрономических явлениях на Корейском полуострове между 918 и 1910 годами. В астрономических разделах летописей часто говорится о красных парах или парах, подобных свету костра. Исследователи считают, что это описание относится к западно-тихоокеанской аномалии, области над Кореей, в которой часто наблюдаются алые полярные сияния. В отличие от других аврор, они надолго сохраняются даже при снижении солнечной активности, поскольку магнитное поле Земли в том районе тоньше. Ученые использовали аномалию в качестве отличного индикатора прохождения солнечного цикла, и даты появления кровавых полярных сияний, взятые из архивов, указали им на 8-летнюю периодичность пиков активности светила. А научные сотрудники университета Уорика и британской антарктической службы решили во всем разобраться, проанализировав закономерности солнечных вспышек. Результаты получились просто шокирующими. Мощные магнитные бури происходят намного чаще, чем считалось. Вот как исследователям удалось раскрыть эту тайну. Прежде всего, они отметили, что науке известны результаты наблюдений только за 5-11-летними циклами. Этих данных мало для точного обозначения периодичности разрушительных геомагнитных бурь. Чтобы найти нужные сведения, ученые обратились к самым продолжительным в мире непрерывным расчетам геомагнитных среднесуточных колебаний, индексу АА. С 1868 года данные собирают две исследовательские станции в противоположных точках планеты – в Австралии и Великобритании. Раз в 3 часа их наземные датчики регистрируют локальные изменения магнитного поля. После этого на каждой из станций рассчитывают суточные средние значения показателей. На их основе выводится индекс активности магнитного поля на всей планете. Исследователи проанализировали полный каталог изменений магнитного поля Земли, составленный на станциях. Результаты работы подтвердили, что самые значительные всплески геомагнитной активности совпадают с наиболее мощными взрывами на Солнце. Команда ученых выделила 2 типа наиболее опасных для Земли событий: сильные магнитные супербури и самые сильные разрушительные мегаураганы. Первые происходят в среднем каждые 3 года. Они отражаются на здоровье метеозависимых людей, однако не приводят к значительным сбоям техники. Мегасильные бури случаются намного реже. За 150 лет исследователи насчитали всего 6 таких событий. То есть разрушительные солнечные ураганы бушуют на нашей планете примерно каждые 25 лет. Причем в течение последних почти 2 десятилетий их не было, и вполне логично уже в ближайшее время ожидать следующий. Хотя огромный потенциально опасный выброс произошел на Солнце в 2012 году. Хорошо, что солнечный ветер в то время подул в другую сторону и практически не задел нашу планету. Во время следующей гигантской вспышки на светиле все может оказаться куда трагичнее. Солнце уже вступило в очередной пик активности. К такому выводу пришли специалисты Индийского института научного образования и исследований. Физики использовали новый способ обнаружения солнечного максимума при помощи изучения магнитного поля светила. Раньше его определяли только по количеству пятен на поверхности звезды. По мнению индийских ученых, магнитное поле Солнца дает более точные результаты. Оно, как мы отмечали ранее, увеличивается и убывает примерно в противофазе с циклом возникновения пятен. Но эксперты из Координационного центра космической погоды Европейского космического агентства не согласны с тем, что солнечный максимум уже наступил. Проблема в том, что точно установить время пика активности светила ученые могут минимум через 7 месяцев после его начала. Солнечный максимум рассчитывается исходя из числа солнечных пятен за 13 месяцев.
То есть учитывается количество дыр в звезде за 6 предыдущих и 6 последующих месяцев. Кроме того, по словам экспертов, иногда Солнце немного хитрит. Даже если кажется, что наступил максимум его активности, это может оказаться как бы локальным явлением и продлиться совсем недолго. Тогда расчетные данные за короткий период не могут применяться для всего цикла. Но это еще не все. Солнечные пятна способны показать двойные максимумы. Это означает, что первый пик активности может быть не самым высоким. За ним вполне вероятно последует еще один, который окажется намного сильнее. Тем временем сотрудники Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении аэрокосмического агентства США выяснили, какими будут особенности нынешнего солнечного максимума. Их прогнозы основываются на долгосрочных исторических записях количества солнечных пятен и других статистических данных. Также ученые провели моделирование солнечного динамо, потока горячих ионизированных газов внутри звезды. Они генерируют магнитное поле светила, которое является движущей силой солнечного цикла. Так, в 2019 году группа экспертов NOAA, НАСА и Международной службы космической среды заявляла, что пик активности звезды в этот раз будет слабым. Ожидалось, что максимальное количество солнечных пятен в короне светила составит не более 115. Предварительные расчеты показали, что в этот период ожидается около 20-30 солнечных штормов. 15% из них могут достигнуть максимальных значений. В любом случае, Солнце на максимуме продемонстрирует космическим путешественникам невероятные картины. Темные пятна, таинственные магнитные клубки, взрывы, жгуты раскаленной плазмы. Одно из подобных событий передает вот этот снимок зонда HACA SDO, который аппарат сделал на различных длинах световых волн. С Земли своими глазами таких потрясающих событий не увидеть. Мы уже разбирались в том, что солнечные частицы могут пробить магнитный щит Земли, который прикрывает нас от избытка излучения. Чаще всего это происходит во время пиков светимости звезды. Солнечный ураган способен спровоцировать серьезное ухудшение работы спутников и их работы. В результате может частично или полностью парализовать услуги связи, интернета и навигационных сетей, которые предоставляются нам с орбиты. Но впадать в панику не стоит. По прогнозам ученых, магнитные бури не достигнут по-настоящему разрушительной силы. Иначе человечеству пришлось бы очень тяжело. Суперсильный космический шторм может добраться даже до глубин океана, разрушив подводные кабели онлайн-связи. Это на несколько месяцев или больше угрожает нам интернет-апокалипсисом. По некоторым подсчетам, ущерб во всем мире вполне может составить миллиарды, а то и триллионы долларов. Засухи, наводнения, землетрясения, цунами – подобные природные катаклизмы, среди прочих причин, ученые нередко связывают с солнечными бурями. Так, по наблюдениям исследователей, максимальная частота землетрясений происходит в периоды высокой солнечной активности. Это могло бы быть одной из причин 9-бального землетрясения 2004 года в Индонезии, которое вызвало огромное цунами. От удара стихии пострадали также Индия, Таиланд, Бангладеш, Мальдивы, Шри-Ланка, Сомали. Погибло свыше 283 тысяч человек. Еще 14 тысяч людей пропали без вести и более миллиона лишились крова. Лишь прекрасные полярные сияния, которые будут особенно ярко светить по всей планете, могут скрасить эту мрачную картину. Возможно, они окажутся живописнее тех, что появились в небе Исландии во время геомагнитной бури в феврале 2019 года. Тогда жители Севера смогли любоваться фантастически красивыми аврорами в форме птицы Феникса и дракона, похожего на мифическое чудовище из «Игры престолов». Странные свечения, по одной из версий, породили столкновение с атмосферой Земли частиц, образовавшиеся после солнечной вспышки. И еще один загадочный огонь, возможно, озарит темную Землю. Это редкие полярные сияния, подобные тому, которые ученые назвали Стивом.
Его потрясающие фиолетовые и реже белые светящиеся ленты во время геомагнитной бури в 2022 году наблюдали даже в Пенсильвании и других далеких от полюсов регионах. Ученые точно не знают причину странного Стива, но все чаще его видят во время солнечных бурь. Конечно, увидеть в небе столь чудесные явления – огромная удача. Только из-за проблем со здоровьем нам, скорее всего, будет не до красот природы. Больше всего пострадают метеозависимые люди. В период солнечных мега-ураганов у них обострятся хронические заболевания. В первую очередь сердечно-сосудистые. Кровь станет более вязкой, повысится артериальное давление, начнется сильная мигрень. По статистике, в больницах во время сильных магнитных бурь резко увеличивается число пациентов с инфарктом и инсультом. Но все станет хуже не только у людей со слабым здоровьем. В той или иной степени большинство из нас метеозависимы. Так что невероятно мощный магнитный циклон пагубно отразится на всем живом. Ученые из России, например, установили, что во время космического ветра полезные энтеробактерии в наших желудках активно мутируют. В результате возникают их патогенные, то есть очень вредные формы. Они вызывают вспышки заболевания энтероколитом, эпидемии дизентерии. Со временем, когда большинство людей уже забудет про солнечный ураган, все может стать еще хуже. Мощный поток ионизированных частиц, как считают медики, вполне способен вызвать мутации у человека. Причем повреждения ДНК могут стать настолько сильными, что превратят людей в настоящие химеры. Есть предположение, что части тела, которые попадут под прямой удар бури у мутантов, увеличатся до невероятных размеров. Представляете людей, у которых голова размером с бочку или нос вытянут как хобот? Это звучит фантастически, но расчеты ученых пока никто полностью не опроверг. К счастью, как мы говорили, во время солнечного максимума такой жуткий сценарий нам не грозит. Однако без света, интернета, связи, качественного банковского медицинского обслуживания современному человеку остаться тоже страшно. К тому же ученые могут просчитаться, и солнечные бури на пике активности светила окажутся сильнее, чем они предполагают. Тогда всякое может произойти. Правительства многих стран уже осознали, какой сильный удар по людям однажды может нанести солнечная буря. Государства все чаще объявляют прогнозы космической погоды одним из приоритетов в развитии науки. На планете создана сеть организаций, которые отслеживают магнитные бури. Например, в геологической службе США этой работой занимаются в 14 наземных обсерваториях. Некоторые из них непрерывно ведут наблюдения более 100 лет. Сотрудники обсерватории, среди всего прочего, предоставляют информацию об интенсивности солнечных ураганов, помогают в кризисных ситуациях сохранить стабильность электросетей. В последнее время к этой работе подключились космические телескопы и спутники. Аппараты передают сведения для научных прогнозов активности светила и экстремальных событиях на нашей звезде. Например, наблюдения постоянно ведут Солнечная гелиосферная обсерватория, а также обсерватория солнечной динамики. Большие надежды возлагаются и на солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe, запущенный к Солнцу в 2018 году. Аппарат периодически подлетает очень близко к светилу и потому способен заметить корональные выбросы раньше других зондов. Данные Parker Solar Probe помогают ученым быстро отследить, где на Солнце рождается буря и, возможно, определить ее направление. Также в 2020 году НАСА и Европейское космическое агентство отправило к нашему светилу зонд Solar Orbit. Он находится в 42 миллионах километров от Солнца, внутри орбиты Меркурия. Аппарат уже прислал огромное количество невероятных снимков звезды. На некоторых фото видно множество маленьких ярких пятен и странных темных объектов. Они движутся и вибрируют. Это миниатюрные извержения плазмы, которые ученые назвали кострами. Возможно, именно такие явления повышают температуру короны звезды и вызывают солнечный ветер.
Спутники и телескопы дают 27, 45 суточный, 7-суточный, 2-суточный и 1-часовой прогнозы космической погоды. При этом надежность 2-суточного прогноза составляет около 30-50%, а часового – все 95%. Остальные носят лишь общий информационный характер, а их практическое применение очень ограничено. Тем временем другие исследователи ищут способы геомагнитной защиты Земли. Недавно японские изобретатели из Национального института науки Fusion в Токио разработали проект искусственного геомагнитного поля. По данным геофизиков, собственное поле планеты за последние 150 лет истончилось примерно на 10%. Однажды оно может не выдержать ударов, которые на безумной скорости наносят заряженные солнечные частицы. Для обороны экспериментаторы предлагают разместить вокруг Земли 12 сверхпроводящих колец. По расчетам ученых, такое сооружение способно усилить геомагнитное поле планеты на 10%. То есть хотя бы компенсирует его ослабление за последние десяток лет. А может, никакие защитные ограждения вокруг Земли возводить не придется. Они уже появились, причем сами собой. Нашу планету, оказывается, окружает своеобразный искусственный энергетический барьер. Он образовался в результате взаимодействия очень низкочастотной радиосвязи с космическими частицами. Преграду обнаружили с помощью зондов Ван Аллена, которые предназначены для изучения электронов и ионов в пространстве вокруг нашей планеты. Обычно очень низкочастотные сигналы от радиотелескопов передаются с Земли и используются для связи с подводными лодками глубоко в океане. В результате, по мнению ученых НАСА, образовался как бы огромный пузырь энергии, окутывающий Землю. Его внешняя граница распространяется до внутреннего края радиационных поясов Ван Аллена. В этих трех поясах собираются заряженные частицы солнечного ветра, которые в дальнейшем атакуют магнитосферу планеты. Исследователи говорят, что при отсутствии пузыря граница радиационного пояса была бы намного ближе к Земле, чем сейчас. В 60-х годах низкочастотную связь использовали меньше. В то время внутренняя граница радиационного пояса Ван Аллена была значительно менее отдалена от поверхности нашей планеты. Ученые считают, что это явление мы можем использовать как своеобразную линию обороны от экстремальной космической погоды. Они разрабатывают проекты по усилению данных поясов. А что, если защищаться от Солнца вообще не стоит, и все барьеры принесут нашей планете только вред? Команда физиков из Англии по результатам исследований пришла к выводам, которые противоречат принятой точке зрения. Пусть Солнце сколько угодно фыркает своими яркими протуберанцами, это лишь на руку матушке природе. Если космический циклон ударит по Земле в полную силу, то такое событие лишь расшевелит и омолодит наш мир. Сначала на всей планете опять же вспыхнут невероятные по красоте полярные сияния. Затем, благодаря живительному действию огромного количества солнечных частиц, преобразятся растения. Они превратятся в великанов и начнут давать такие урожаи, о которых сейчас можно только мечтать. А люди, зарядившись небывалой по силе энергией Солнца, станут моложе, энергичнее, счастливее. Но главное, человечество сможет наконец получить вечный двигатель, о котором мечтает тысячелетия. Исследователи из Вашингтонского университета разработали проект электростанции, способной питаться электронами солнечного ветра. Если смастерить несколько тысяч таких аппаратов, то энергии какой-нибудь очень масштабной космической бури нам хватит на века. Так ли это? Может показать только по-настоящему грозный космический шторм. Рано или поздно мы, несомненно, с ним столкнемся. И что бы он нам ни принес, все равно важно заранее знать о грядущем событии. Однако с этим пока не все в порядке. Спутники и обсерватории не смогли предупредить нас о магнитном возмущении 29 октября 2003 года, которое называют Хэллоуинской солнечной бурей.
Тогда повредило электростанции в Швеции и Южной Африке, а в 2022 году внезапный солнечный шторм привел к тому, что 39 из 49 спутников SpaceX Starlink не смогли достичь орбиты. Они сгорели во время экстренного возвращения в атмосферу Земли. Чтобы прогнозы солнечных бурь стали точнее, вскоре планируется ввести в действие новые инструменты. Сейчас идет обновление наземной низкочастотной решетки радиотелескопов LOFAR, которые занимаются прогнозами космической погоды. Она представляет собой более 50 международных станций по всей Европе. Также ведется создание самого большого в Европе солнечного телескопа для изучения космической погоды. Его планируют запустить в 2028-2029 годах. Телескоп будет очень подробно изучать сложный процесс нагрева солнечной плазмы, действия магнитных полей звезды и постарается выявить неизвестные ранее крошечные магнитные структуры, которые, возможно, играют важную роль в формировании солнечных бурь. С помощью применения искусственного интеллекта ученые надеются обрабатывать огромные объемы сведений, полученных телескопом. Предполагается, что обсерватория будет выдавать петабайт данных в день. Это примерно эквивалентно объему, используемому для хранения 220 тысяч фильмов. Вероятно, прогнозы поведения Солнца со временем станут более точными, и его бури будут нам не так уж страшны. А космические путешественники в этом случае смогут заранее спланировать солнечный тур, если захотят полюбоваться пиком активности звезды.